Привет, дорогие друзья! Ну, настал тот час, когда я хочу сделать украшение вот с таким дракончиком. Очень интересный кулон, лазурит. Как видите, здесь много вкраплений перита. Вот такой кулон. Он не легкий, но и здесь очень интересно сделан бейл. Вот такие две петельки. И здесь вот такая шея идет длинная. Здесь, как я пробовала что-то интересное собрать, не очень красиво смотрится. Ну, и я решила попробовать ежики вот эти, вот такие сделать. Собрала это 6 миллиметров на пины. И если я здесь соберу на нитке, примерно вот в таком количестве, думаю, неплохо будет смотреться. Что-то фантазия моя куда-то спряталась и не хочет выгуливаться. Бывает и такое. Это, наверное, все-таки из-за разных стрессов. Вот. Ну и будут простые, наверное, бусики. Хочу длинные. Ну, не совсем длинные, чтобы украшение было ниже груди, наверное. Буду, конечно, применять медную фурнитуру, так как здесь видно, да, на кулоне. Медная голова. Вот такие бусинки очень хорошо подходят. Но они тоже тяжелые. Но посмотрим, что я буду применять. Еще сама толком не подобрала. Буду все делать на ходу. Застежка будет такая. Ну и начнем. Делать буду я на тросике, на ювелирном. Бусинки у меня 10 миллиметров. Эти 6 миллиметров. Есть у меня немного бусин 8 миллиметров. И я вот думаю, другого цвета, я думаю, не надо, да? Никакого сюда. Просто медных бусин добавить, разбавить. Сначала я думала двухрядное сделать. Ну, двухрядное слишком тяжелый кулон, и получится украшение тяжелое. Что-нибудь легкое надо сделать. Здесь не будет никаких конструкторских решений моих, просто обычные бусики. Сейчас тросик отрежу и вернусь. Вот я набрала бусинки. Посмотрите, как это смотрится. Я даже не знаю, красиво или нет. Напишите. Что-нибудь напишите мне. Видно, да, что здесь вот эта шейка мешает что-то красиво собрать. И никакие бусинки не ложатся, маленькие. Только вот здесь можно и так и положить эти ежики, как я их называю. И голова там спряталась, ее и не видно. Ну, кто хочет, то видит, я так думаю. Наверное, так и оставлю. Есть у меня лава такого цвета. Не знаю, хотела поставить несколько бусин лавы. Сейчас посмотрю. И я думаю, вулканическая лава здесь хорошо подходит. На мой вкус. Она немного осветляет такой темно-синий цвет. Я думаю, неплохо смотрится. У меня ювелирный тросик идет бронзового цвета. Я покупала его в Леонардо, поэтому я решила в 2 слоя, так как он очень тоненький, 0,3 мм, чтобы было покрепче, так как украшение не будет легким, воздушным. А хочется такое сделать, конечно, и легкое хочется сделать, так как кулон тяжеловатый. Поэтому я буду один ряд делать, как я сказала, и примерно вот так собирать бусинки. Ставлю вот такие проставочные бусинки. Очень красивые, нравятся они мне, такие плоские, но здесь такой рисунок интересный. И вот такие ромашечки. Здесь отверстие крупное, как видите, да? Намного крупнее, чем здесь. Ну, ничего, они смотрятся вот хорошо с большой бусинкой. Эти ромашечки. Вот я поставила, и неплохо. Шапочки у меня из Леонардо. Тоже красивые. И вот такие маленькие шапочки. Четырехлистники такие. Ну и сейчас я так и наберу дальше и покажу, как я буду закрывать. Украшение, ставить застежку. Поставила кримп между бусинками. Хочу вот такой колпачок поставить в конце, потом бусинку обжимную и протектор. Протектор хорошо проходит 2 тросика. Провожу тросики обратно. Прохожу в кримпы
в бусинки. И чтобы поставить еще один кримп. Будет у меня такое двойное крепление. Котик мне мешает. Закрывает все. Вот так получится у меня. Сейчас я закрою, наверное, здесь сначала кримп. Зажму. Зажимаем хорошо. И ставлю обжимная бусинка. Я уже показывала не раз, как я это делаю. Главное, чтобы в это отверстие стал тросик хорошо. И бусинка обжимная вот так стояла. Видно, да? И потом уже проще зажать обжимную бусинку. Всегда беру потом уже плоскогубцы без зубцов. Видно, да? Так как зубцы оставляют больше следов, а эти плоскогубцы меньше оставляют. Следов практически не видно. И потихоньку я зажимаю с двух сторон. Все, получилась вот такая потихоньку. Не надо сильно зажимать, чтобы у вас осталась форма красивая. И осталась такая бусинка. Все, теперь я сейчас подтяну все. Также зажму кримп и надену бусинку. И бусы будут крепко держаться. Посмотрите, как оригинально смотрится. Колпачок. Зажала кримп и также надеваю бусинку обжимную. И также потихонечку зажимаю. Делаю форму ровную. Вот так потихоньку со всех сторон поджимаю, чтобы бусинка была красивая. Вот так получается. Это 5 миллиметров обжимные бусинки. Посмотрите, как они. Как бусинки смотрятся. Даже у меня эти бусинки, по-моему, 4 миллиметра. Поменьше. Ну, а это 5 миллиметров. Очень красиво смотрится. Можно еще немножко поджать. Все равно мне не нравится, когда бывает хоть маленькая щелочка, уже некрасиво смотрится. И все, теперь я перетяну всю эту конструкцию на одну сторону, все бусинки, чтобы не было нигде видно ювелирного тросика, кончики не проглядывались. Вот так перетягиваем все и закрываем вторую сторону. На окончание поставила цепочку, у меня вот такая цепочка медного цвета. И карабинчик я хочу сейчас прикрепить этими же звеньями цепочки. Я сниму 2 звена и прикреплю карабинчик, чтобы одинакового цвета было и удлиняющая цепочка, и крепление все. Вот так вот. И вот так быстро можно сделать украшение. Как у вас на видео быстро. Я открою котику дверь и покажу вам. Украшение получилось у меня 60 сантиметров, как я и планировала. Такое простое, незамысловатое, но со своей изюминкой и своим кулоном очень красивым. Я думаю, в каждом украшении у вас получается своя изюминка, потому что вы его делаете своими ручками. У меня остались бусинки. Возможно, я сделаю сережки. И давайте я покажу, как буду делать серьги. Осталось у меня 2 бусинки. Мне понадобится штифт длинный, петелька 5 сантиметров и маленький 3 сантиметра с такой плоской шляпкой. Беру я вот такие шапочки, маленькие листики. И нанизываем бусинку. Вот так у нас получается. Теперь загнуть надо штифт. Здесь я обрезаю примерно. Оставляем 8 или 7 миллиметров. Кто какую хочет петельку, большую или маленькую. От этого уже зависит, сколько вы оставите на закрутку петельки. Теперь я беру вот этот штифт, раскрываю, надеваем. Здесь я хочу колпачок поставить, чтобы
нижняя бусинка вот так двигалась. Мне нравится, когда она подвижная. И там, может быть, и не видно будет, когда серьга будет в ушке. Крепление, если туда заглядывать, конечно. Вот так, дальше берем вот такие плоские бусинки. Я возьму 2 и вот так надеваю. Теперь я беру бусинку и еще одну такую сверху. Вот так делаем. Можно перевернуть, может быть, так лучше будет, покрасивее. Это уже кто как хочет. И так как у меня здесь есть вулканическая лава, я еще возьму такую бусинку. И сверху такую же шапочку надену на бусинку. И получается вот такая конструкция у меня. Загнули. Оставляю примерно, как я уже сказала, для петельки закрутить. Я не беру кончиками, я отступаю примерно так же. И у нас получается петелька. Выравниваем ее. Я беру швензу такую медную, медного цвета. Здесь петелька раскрывается. Я не буду ее трогать, она раскрывается, да. Вот такая петелька. И я просто здесь отодвину петельку уже на сережке. И вот так вот надену. Все. И наша сережка готова. И здесь посмотрите, как двигается бусинка. Вот такие сережки у нас получаются. Можно набрать, конечно же, любой набор, который вам нравится. Просто я показала, как можно сделать подвижную бусинку и спрятать крепление, если нет штифта длинного у вас. Вот так вот будут болтаться такие 2 бусинки внизу. И у меня здесь тоже такие же колпачки идут на окончание украшения. Вот такое у меня получилось украшение. Напишите, мне интересно ваше мнение. Понравилось вам? Простое, конечно, украшение, но со своей, возможно, изюминкой, так как здесь необычный кулон и очень интересно смотрится голова дракона. Жду от вас комментариев. Ну а если понравилось, поставьте мне пальчики. Мне тоже будет очень приятно. И еще хочу напомнить, кто не подписался на Яндекс.Дзене, переходите, все ссылки будут под видео. Добро пожаловать! Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!